Здравствуйте, меня зовут Евгения, вы на канале Global Team US, подпишитесь, если еще не подписаны. И сегодня я буду общаться с нашим постоянным партнером, соинвестором, который открыл для себя в этом году новое направление бизнеса, инвестирование в недвижимость в Камбодже. И мне стало очень интересно сравнить камбоджийскую и американскую недвижимость, так как недвижимость в Камбодже также считается с низким порогом входа и с довольно хорошей доходностью. Так, здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, чем вас привлекла Камбоджа? Почему она? Камбоджа. Раньше мало о ней слышал, наверное, как и все, но когда начал изучать, понял, что страна имеет две валюты. Первая – это местную валюту, реал, и второе – это привязка к доллару США. Все ценники здесь отражены в двух валютах. И расчеты, соответственно, с карточек, оплата по счетам происходят в двух валютах. Наверное, это базовое. Значит, второе, чем привлекла страна, активно идет развитие. Сюда заходят международные компании, крупные застройщики с репутацией, хорошей репутацией. Значит, я изучил курортную местность, это острова. И мало того изучил, я побывал там на этих островах. И хочу сказать, они ничем не уступают Мальдивам и другим хорошим курортам. В стране все упрощено. Открытие банковских счетов, даже для россиян. Вроде как бы, люди сейчас находятся под санкциями, там определенными ограничениями. Но Камбоджа дает такую возможность, соответственно, соблюдая визовый режим. Если ты соблюдаешь этот визовый режим, конечно, они дают возможности открытия и счетов и как физлицам, и открытия юридических компаний. Пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вы рассматриваете здесь первичку, то есть недвижимость, которая строится, то есть на этапе строительства? Да, активно развивающаяся страна, значит, идет глобальная стройка. Соседние страны – Вьетнам и Таиланд. Я взвешивал Таиланд. Цена квадратного метра уже, конечно, завышена. Там 3-7 тысяч квадратный метр. Здесь, если и можно сделать какой-то коэффициент, доходности, то он, не будет таким. Больше сейчас Таиланд ориентирован на аренду. Те люди, которые зарабатывают на перепродаже, у них немножечко иной коэффициент доходности, понимания. Значит, что касаемо Камбоджи, она является такой недооцененной страной. Побывав здесь, пожив здесь, посмотрев динамику, я могу со стопроцентной уверенностью опровергнуть все эти домыслы. Очень вежливые, доброжелательные люди, всегда тебе рады. На сегодняшний день страна имеет все для полноценной нормальной жизни, функционирования. А основной какой вид деятельности? Туризм у них? Туризм, строительство, наверное, как и многие такие курортные страны. От какой суммы начинается квадратный метр в Камбодже? Значит, мы приобрели уже 3 объекта недвижимости на сегодняшний день. Значит, третий я сейчас расскажу о нем, а 2 мы приобрели в разных проектах. Это Кингстон, он находится в столице Пномпень. Квадратный метр нам обошелся в $1300. Округлим копейки мы не будем сказать. Значит, $1300. Какой этап строительства? Это начальный этап строительства? Начальный этап, да, там 15% уже построено. На сегодняшний день я был на проекте буквально 2 дня назад. 4-й этаж уже возводится. То есть он уже завершается, 4-й этаж. Сделаны парковки, все уже. То есть, и идет уже даже больше, наверное, 5-й этаж строительства. А кто застройщик? С какой страны застройщик? Местный. Да. У них 2 проекта.
первый проект уже построен, вот о котором я хотел рассказать, он находится буквально в 2 минутах ходьбы Мгм. от дома. Значит, вы знаете, я внешне это такая высотка с бассейнами совсем, да, уже готовый который вариант. Значит, я туда зашел, чувствую себя очень комфортно. Первый этаж, там расположены все магазины, холл для ожидания, да, то есть, людей можно там какие-то переговоры провести, то есть, потом можно там, допустим, бытовые все условия созданы, там, да, там компании, которые там стирку производят, ну и так далее. Все это достаточно цивильно. А сколько Вот. там может стоить метр вот в готовом в этом комплексе? Значит, готовый комплекс на сегодняшний день, однокомнатная квартира, дело в том, что их там нет, готовых квартир в этом комплексе. Появилась одна квартира, которую мы взяли на выкупе. По какому принципу? Это произошло. Человек 1,5-2 года назад приобрел новострой по цене 59 тысяч за квадратный метр. Мгм. Он вложился в новострой и не справился с платежами. То есть застройщик нам предложил выкупить по той цене, по которой была входная цена. То есть, понимаете, да? У них очень сильно развита система рассрочек. Мгм. Очень активно система рассрочек. Они предоставляют разные виды рассрочек, там вплоть до 15 лет под 10 годовых. В каком виде сдаются квартиры? То есть такие с черновой отделкой, без отделки, с чистовой отделкой. Как они выглядят на этапе сдачи? Что вы Те квартиры, которые мы покупаем, те объекты, они сдаются полностью укомплектованные. Крайне интересно, да, значит, на последних этажах, вот в Кингстоне, расположены бассейны. Мгм. Хорошие бассейны, где можно плавать, отдыхать, загорать на шезлонгах. Также на последних этажах расположены спортзалы. Спортзалы, бассейны. То есть, в принципе, можно полноценно позаниматься физкультурой, побегать на беговой дорожке, потягать штангу и пойти там принять душ, после этого поплавать в бассейне на последнем этаже. То есть все условия. В Камбодже круглогодично тепло, правильно я понимаю? То есть Да. нет никаких сезонностей, то есть это постоянное тепло. А какая, кстати, температура в среднем? 35-37. Красота. А скажите, пожалуйста, Это еще не холодно, извините, Евгения, это еще не сезон. Сезон здесь это апрель-май. Если вы заходите на вот этом на начальном этапе, сколько выходит стоимость квартиры? Вот какой-нибудь пример, метраж, там, не знаю, 40-30 метров. Сколько стоимость квартиры вот получается, если берешь заранее? Знаете, я бы хотел рассказать про такой город Сиануквиль. Это застройщик Times Square. Мы там приобрели квартиру, дом, я считаю, бизнес-класс. Там будут расположены все необходимые аквапарк, там спортзалы, магазины, стоянки, парковки я имею в виду. И он такой проект, я считаю, что дизайнерский проект, то есть архитектурный. Вот. Он находится на первой береговой линии от воды. А какая вода? Точнее. Это выход в Сиамский залив, Южно-Китайское море. Вот, вода круглый год теплая, соленая, приятная. То есть, белый песок, что самое интересное. Сиануквиль там больше такой, он желтенький песочек, да. Но также можно уехать на острова. Это там 30-40 минут буквально на катере, и ты на островах, там Коронг, Руконг, там острова. Значит, всего около 64 островов. Там вся инфраструктура необходимая. 5-звездочные отели. То есть там $100-150 там, да, за отдых за сутки. Также есть недорогие отели. Это $40-60 за сутки. Когда мы приезжали, мы с большим трудом забронировали отель, и остался только 5-звездочный отель. Там буквально несколько номеров, но пришлось вот их взять.
И вот этот вот, вы говорите, дом бизнес-класса. Какой там метраж квартиры? Что она собой представляет? Ну, Там 50 с лишним квадратных метров. Но у них так интересно, что 20-25% в зависимости от застройщика идет на места общего пользования. Там включен бассейн, спортзал, пол. То есть это минус 20-25%. То есть если мы говорим о 55, то ну, так это выходит 45-47 квадратных метров, да, плюс-минус сама жилая площадь. Значит, мы приобрели за 1400 квадратных метров. Строительство ведется активно. Мы были месяц назад на стройке. Вот. Там уже заложили сваи, все необходимое, вот, подготовили всю площадку. Сколько она будет стоить на выходе? 2500, 2700. Ну, то есть... Застройщик планирует 2 года, но они сдают раньше. Интересно. То есть есть такие моменты, когда там полгода, год даже застройщики сдают раньше. Какая арендная ставка потом будет? Значит, в Пномпень аренда таких проектов $400 в месяц, если мы говорим о долгосрочной аренде. Сианок-Виль мы рассматриваем посуточную аренду, так как это первая береговая, поэтому мы сравнили, значит, номера, они от $50 до сутки. А какие-то есть ограничения по краткосрочной аренде государственные? Вы имеете в виду юридические какие-то ограничения? Нет. Здесь все достаточно комфортно, как говорится, бери, сдавай. Еще одна особенность, положительная, я считаю, то, что это оформление в собственность, никакой там длительной аренды, как в Таиланде, да, то есть, пожалуйста, любой иностранец может приехать и приобрести в собственность объект. Также распространены дистанционные сделки. Дистанционная покупка разрешена, то есть как и в Америке. Да. То есть можно подписать это в электронном виде, не приезжая вообще на место. Да. Если идет подписание очно, что меня заинтересовало, то на каждом документе, на листе, на каждом листе за подписью ты оставляешь отпечаток пальца. Ну, что самое интересное. Руководитель ставит за своей подписью и покупатель. Такая система, она меня, конечно, очень удивила. А кто основные клиенты? Кто покупает эту недвижимость? Вот представители каких стран? Значит, здесь я встречаю голландцев. Ну, то есть немало европейцев на островах, значит, очень много европейцев. Есть американцы. Конечно, много людей из Китая. Вот города, как Сианок-Виль, он считается некой такой, китайским курортом. Вот. Но на островах, как я замечу, много европейцев. Россиян не так много. Русскоязычных не так много. Очень понравилось ваше ноу-хау по поводу покупки не квартиры целиком, а так как вы ее назвали, биржа квадратных метров, да, которую вот вы сейчас развиваете. Расскажите, что это означает? Да, проект «Квадратные метры» в Камбодже ориентирован на категорию инвесторов, которые не имеют возможности вкладывать десятки, сотни тысяч долларов, да, большое количество таких людей, которые, как-то неуверенно себя чувствуют, да, когда переводят деньги, допустим, в другую страну, не сталкивались с этим, да, еще как-то, но очень хотят инвестировать. Мы постарались создать для россиян, в первую очередь, все юридические условия. То есть для инвестирования в квадратные метры. Также и для иностранцев. Но для россиян там идет привязка к юридическому лицу, на котором находятся активы. Он является поручителем, это юридическое лицо. Также электронное подписание. Вот. Инвестиции там $1300-1400. Купите 1 квадратный метр, правильно я понимаю? И работать на том, что все равно стоимость этого квадратного метра вырастет по мере, соответственно, строительства квартиры. По мере роста объекта, да, то есть цены на объект растет цена квадратного метра.
Также мы работаем над тем, чтобы была возможность предоставлена реализации квадратного метра на любом этапе. На любом этапе, то есть может продать его этот квадратный метр. То есть, допустим, там подождал там 4-6 месяцев, да, на свое усмотрение. На каждый месяц есть свой рост определенного квадратного. Ну и также имеет возможность с помощью нас перепродать его. Контакты ваши будут в описании, поэтому все могут с вами связаться напрямую и узнать уже детали. А скажите, пожалуйста, есть ли отличие вот между столицей, да, курортом, морем? Во-первых, цена где выше, где дешевле, да, покупать недвижимость, и где перспективнее, вот? Город или море? Давайте я скажу на мой взгляд. Хорошо? Значит, столица, она все-таки здесь министерство, управление, все, ну, так называемые, да, там очень много, кстати, богатых людей живет здесь, местного населения. Я был удивлен, потому что я был в таких поселках, где дома там по 4-5 миллионов долларов. И, знаете, там проживают в основном местные меры. Ну, неудивительно, да. И строительство идет высокими темпами. Такие поселки, они строятся и строятся. Вот. Значит, в Камбодже, в Пномпене, да, в столице, эконом-сегмент, он больше для проживания. Больше проживания, скажем, да, когда люди хотят купить, переехать, пользоваться всей необходимой инфраструктурой, как бы, да, там, плюсами, соответственно, Камбоджи. А вот уже локация ближе к центру, там, да, у них очень хороший рост. Но вот сейчас вышел проект, там входная цена от $1700. $1700. А по прогнозам он будет доходить до 2800-3 тысяч. Ну, то есть столица местных, а это курортная зона, в общем, для всех. В Пномпене достаточно немало застройщиков. То есть они строят, как бы активно распродают. Динамика продаж очень высокая, я хочу заметить. И покупают как местные, так и иностранцы. Вот. Что касаемо Сиануквиля, это курорт, там, я считаю, динамика более интереснее. Почему? Потому что застройщиков меньше, предложений меньше. И все те хорошие предложения, вот такие как Таймс-сквер, они расходятся в течение там 4-6 месяцев. Вот, например, в том проекте, который мы купили там объект на 28 этаже, где продаются квадратные метры, да, объектов малой площади уже нет. Там есть уже от 100 квадратных метров. И их осталось не так много. Это, я считаю, показатель. Какой, кстати, метраж самый популярный? Там это студии, это двухкомнатный. Какой метраж? Квартирный более востребованный? Какой, ну, делают? 50-90. Такой параметр. Это трешка. 50. Да, наверное. Это двушки, трешки. Они укомплектованы, идут со всей мебелью. Нет. А скажите, пожалуйста, это уже как это интерес флиппера, какое качество материалов, то есть на что похоже? Это такой европейский ремонт, это такой как египетский вариант, что это? То есть это такой стандартный евроремонт? Я могу заявить о том, что да, это уровень европейского ремонта. То есть и материалы соответствующие. То есть это не ширпотреб такой, как бы. Нет. Так они сдают проекты. Я был во многих объектах, то есть и мне есть чем сравнить, и я доволен. Я доволен ремонтом. А из чего само здание из чего строится? Монолитная конструкция. А с чем вы сравнивали, вот вы перед выбором Камбоджи, вы говорили, что вы сравнивали с другими странами, то есть в чем выигрышность Камбоджи? Юридическая простота. То есть человек здесь не имеет каких-то препятствий, да, он может работать, жить, наслаждаться жизнью, открывать бизнес, заниматься бизнесом свободно.
открывать счета, то есть тебе здесь рады. Ну а что еще нужно? Я не знаю, вот этот фактор, он, наверное, основной, когда тебе рады, когда ты беспрепятственно решаешь свои какие-то определенные вопросы, создаешь бизнес. Все. Я понимаю, что вы же довольно быстро оформили вид на жительство, да, менее чем за месяц, если я правильно понимаю. Да, да, за 2 недели. Процедура. За 2 недели это рабочая виза была, я ее купил на полгода. Также есть на год рабочая виза с разрешением на работу, она стоит там 560-550 долларов на год. Оформляя ее, в принципе, ты имеешь возможность оформить и счета, и все остальное. То есть это заблуждение, что россиянам некуда деваться, и им вот они заперты в этой страшной стране. Пожалуйста, вот вам готовое решение, то есть которое где меньше, чем за месяц, ты можешь получить статус резидента за 500-600 долларов. Ну, в общем, это действительно редкие случаи, но это, в общем, довольно... И оказаться в теплом климате. Да. А, кстати, знаете ли вы, не знаю, знаете ли нет, какая вообще политическая эта система здесь? Это президент, это парламент. Кто управляет Камбоджей? Или не королевство, это королевство Камбоджи. это королевство, то есть есть даже и как король, но он, скорее всего, такие несет функции больше номинальные. А что с транспортом? То есть какие там, есть ли автобусы, или все привязано, как и в Штатах, к машинам в большей степени? Как передвигаются люди по городу? Основная привязка – это мотоциклы, там скутера, но машины. Машины. То есть общественного транспорта так такового нет? И есть общественный транспорт, но он больше ориентирован на какие-то междугородние переезды. А на что вообще похожа столица? С чем бы вы сравнили? Насколько она там похожа? С Москвой? Или с чем? С каким городом можно ее сравнить? Или она все-таки... Вы знаете, даже, наверное, не решусь этого сделать, потому что не поставлю в сравнение. Во-первых, здесь нет метро в столице. Я задавался вопросом, почему, потому что все люди передвигаются вот на мотоциклах. Большое количество, то есть ты выходишь, просто попадаешь в какой-то рой этих мотоциклов, машин, то есть движение беспорядочное, но самое интересное, что нет аварий. То есть аварий действительно нет. Я ни одной аварии не видел за весь период. Но вот как они в этом рое просто ориентируются, я пока еще до конца понять не могу. Расскажите про вот эту квартиру, которую, как мы видим, она полностью готова. Что это? Да, это первый проект тестовый застройщика. Он находится недалеко от второго проекта, буквально в 2 минутах. Значит, это высотное здание, башня. Там размещены также все необходимые: спортзал на последних этажах, бассейн, зона отдыха, магазины, парковки, ну и так далее и тому подобное. Квартиры сдаются полностью укомплектованные. Ну, как вот вы видите на видео, на фото, там все необходимое для жизни есть. Значит, квартира была куплена нами в случае того, что человек отказался и не справился с выплатами по рассрочке. И застройщик продал нам эту квартиру по той цене, по которой человек зашел 2 года назад в нее, в застройку. То есть вот этот дом был построен за 2 года, получается, да? Так вот выглядят квартиры после сдачи. Да. Это тестовый проект. Второй, Кингстон, который строится сейчас, он более такой интересный. У него интересная там отделка, она отличается. А потом большой бассейн, более укомплектованный спортзал, то есть зона ресепшн там другая. Ну, там уже претензии на роскошь, как говорится. А расскажите, пожалуйста, про рассрочку. Вы хотели подробнее рассказать, что она собой представляет? Да, здесь в Камбодже очень развита рассрочка от застройщика. Вот. Ну, там есть определенный первоначальный взнос там по 30%, да? И мы пошли тем же самым путем.
Достаточно большое количество людей, которые не имеют возможности также вкладывать и по 1000 с лишним за квадратный метр, да, и мы предоставляем для них возможность рассрочки на год по 12 годовых. Взнос – это 10% от квадратного метра. Допустим, если это 1300 за квадратный метр, то, соответственно, $130 – это первоначальный взнос. То есть человек вносит 15%, из которых 3% – это основная сумма, а 12% – это выплата по рассрочке. Вот. Дальше ему предоставляется рассрочка с платежом на год, с разбивкой на год. Символические суммы там $150, $120, ну, $100 такие. Удобно в том плане, что когда нет необходимости, там, получая зарплату, ее отдавать там за ипотеку всю. Ну, то есть дальше, вы, в принципе, тоже используете американскую модель seller financing, то есть, по сути... Да. Дальше можно рассматривать тот вариант, чтобы человек, если ему нравится проект, и он в нем имеет несколько квадратных метров, то, в принципе, он может его и выкупить, и договориться с нами, и выкупить его себя. Скажите, пожалуйста, самый тоже частый вопрос, по крайней мере, у меня. Дают ли тебе вид на жительство, если ты покупаешь недвижимость в Камбодже? Здесь такого понятия, как преференция вида на жительство, нет. Здесь есть виза. Виза может быть рабочей, может быть туристической, да? То есть, вот, как правило, если ты покупаешь там рабочую визу на год себе, то, в принципе, все остальное, все возможности перед тобой открываются. Ну, кстати, опять же, как и в Штатах, да, здесь же тоже нету так такового вида на жительство. То есть есть это ПМЖ, грин-карта или же различного рода визовые, да, виды виз. Скажите, пожалуйста, а что с управлением недвижимостью? Кто управляет недвижимостью? В управление недвижимостью мы пока не погружались, но этим занимаются застройщики. Застройщики, они на этапе уже сдачи квартир, они предлагают людям свои услуги. У них есть управляющие компании, которые этим занимаются. Они берут на себя опцию определенную по цене за аренду. Ну, все это обсуждается у них индивидуально. Насколько экзотична страна? То есть есть ли продукты, которые, ну, как бы, насколько сложно найти, да, привычные продукты? Все насколько диковинно или все-таки очень много похожего есть с европейскими вкусами? Ну, она контрастна. Страна контрастов, да, безусловно. Есть, кроме творога. Хочу отметить, да, вот я даже не могу понять, почему, потому что фермерских хозяйств у них очень много. У них коровы, все это есть. Причем у них сыр очень вкусный. Также очень много торговых центров. Ничем не отличаются там по уровню, там, скажем, от ведущих торговых центров в Москве, там, в Европе. Достаточно аккуратненько, новенько, цивильно. Особенно я бы хотел отметить аэропорт. Изюминка этой страны, Пномпене. Когда прилетаешь, ты понимаешь, что ты попал в какую-то такую страну, которую хочется изучать. Потому что он, во-первых, он новый, особенная архитектура аэропорта, чистенько, аккуратненько, тебя встречают всегда с улыбками, никакого хамства, то есть тебе все пытаются разобраться в какой-то твоей проблеме, если она у тебя возникла. Ну вот это первый взгляд на страну. Есть ли частные дома, что они собой представляют? Похожи ли они на американские или это какие-то такие, скажем, европейские домики? То есть вот квартиры многоквартирные, я поняла. А что с этим, с частным сектором? Они, вы знаете, нет, от Америки большое отличие. Во-первых, здесь строят дома с большой близостью, точнее, с маленькой близостью. Ну, это американский формат. Да, здесь очень они близко находятся, прям в притычку. Даже когда в столице, например, вот я заметил, строят высотное здание, вокруг него вот эти 2 по 3 этажа здания. То есть, и они прям вот стена в стене, там буквально метр расстояния. То есть в России, по крайней мере, я такого не видел, вот, потому что есть определенные там параметры, да. Вот, но здесь это удивляет, конечно, да, потому что ты, выходя из там хорошего здания, там со всей архитектурой, не знаю, там спортзалами, бассейнами, ты выходишь и попадаешь там в 2-3-этажный
Мгм. помещений. Но на самом деле столица развивается в каком направлении? Я был в таких районах, да, они являются, ну, как новыми застройками, и эти локации, там нет уличной торговли, там все цивилизовано. То есть, если это там небольшой рыночек, то он как бы закрытый, он такой, знаете, как вот, наверное, как в Европе даже. Вот так вот, там детские городки все, там продается все, в принципе, в хорошем формате, то есть, как бы, да, то есть можно спокойно сесть в кафешечку, там, попить кока-колы, там, скажем, купить кофе, ну, Мгм. все на таком уровне. Нет уличной торговли, это важно. Потом видеокамеры везде, стоят даже местами охрана, то есть они смотрят за порядком. И в таких районах ценники, смотрел квартир 70 квадратных метров, предлагали за 270 тысяч долларов. Мгм. Ну, Мгм. 70 Мгм. тоже квартира укомплектована с мебелью. Вот, 270 тысяч. Их немного в Мгм. таких районах. Там 3-5 квартир свободных Мгм. остаются, люди их раскупают. Ну вот, но там, соответственно, все бутики, ну, все условия. И это целыми вот районами застраивается. Так. А дорогая Вот, коммуналка, кстати, сколько стоит коммунальное обслуживание? Свет, вода. вот сейчас расскажу. Значит, я сейчас проживаю в квартире 50 с лишним квадратных метров. За 3 недели, ну, я там неделю отсутствовал, за 3 недели я заплатил $34. Это вода и электричество, правильно я понимаю? Газа там нет. А насколько чисто, грязно на улицах, вот в таких, скажем, в центре? Есть ли бомжи? Климат позволяет все-таки находиться в шортах круглый год, да, там, в футболке. Конечно, все-таки Азия, она немножко отличается вот этой своим контрастом, да. Есть такие районы, где люди, да, спят прям вот возле своих магазинчиков, там, в Мгм. машинах. Мгм. Ну, такое и есть, да. Но опять же, я вот рассказывал вот про такие локации, где квадратные, ну, где квартиры там по 260, по 300 тысяч долларов, да, там целые районы, они благоустроены. Там никто это не даст делать. Никто не даст так отдыхать, как бы там за всем Мгм. все смотрится, там видеокамеры, все убирается чисто, аккуратно. Насколько безопасная считается страна и столица? Полицейских видно очень мало Мгм. где, но они все в штатском, что А, самое интересное. Да. И вот что-то происходит, какое-то событие, вы не поверите, они со всех сторон вылетают и, соответственно, предпринимают шаги. мгм. Ну, а какое То есть событие? Что чаще всего воруют или что? Что? Какие там преступления? нет, по сравнению даже вот с Таиландом и с краж меньше, краж меньше. Я уже говорил о том, что э, кхмеры, камбоджийцы, они очень доброжелательны. Даже вот просто идешь по улице, тебе улыбаются все. Вот едут на мотоциклах, тебе улыбаются. Заходишь в магазин, тебе рады. Вот я когда приехал сюда, когда только заселился, у меня было буквально за неделю 2 случая таких. Я пошел в магазин, купил сумочку себе, ну, ручную сумку, чтобы там документы носить, деньги. И в хорошем бутике, там она мне обошлась $120, там с дисконтом маленькая такая. И когда я выходил, меня девушка догнала, и они мне подарили футболку. В том Стоит. доме, где я проживаю, там есть небольшой такой продовольственный магазинчик. И Мгм. когда я туда прихожу, как бы, да, там что-то покупаю, мне всегда собирают какой-то пакетик небольшой сладостей. И я удивлен, я говорю, давайте я за это заплачу. Нет, говорят, не надо. То есть вот, вам. Мне даже неудобно просто приходить каждый день туда, в этот магазин. Сколько стоят вот продукты на месяц, да? Ну, с такой средней вот расходы на месяц проживания, без там особых, понятно, изысков Мне одному, в принципе, 600-800, ну, $700, наверное, будет хватать. на месяц. Мгм. Да, вот сходить куда-то в кафе зайти, купить хорошую тарелку там супа, покушать, это 5-7 долларов. Мгм. Ну, Ну, очень все гуманно. А что-то, кстати, понравилось из местной кухни?
Попробовали что-то такое калорийное? Сегодня я пробовал, я зашел в какой-то хороший ресторан, мне выставили счет не 5,7, а $23. Я его оплатил. Но мне каждые 2 минуты приносили свежее мясо. Я не знаю, что это за мясо, но оно разное. Там потом жареные какие-то ананасы. Я такого не ел просто там. То ли это конин. Ну, очень вкусно, и вкус прям отличается. Там разные соусы мне приносили. И вот это мне обошлось $23. Ну, конечно, тут сервис был. Тут сервис. 2 человек, они ходили вокруг меня со свежежаренным мясом. Мне нарезали, все подавали, там салаты, там кальмары. Ну, вот это все происходило. Я прям досыта наелся, что ушел раньше времени. Они мне еще были готовы приносить. Я говорю, все, останавливаемся. Хотели бы жить? То есть не вот я не инвестировать, а вот представляли себе такое постоянное проживание в Камбодже? Видите себя или там своей семьей? По-честному, здесь есть небольшие упущения в плане школ для Образование русскоязычных. не очень хорошее. Да, то есть у них образование между камбоджийцами, наверное, как бы на своем уровне, да, но для русскоязычных школа создана только при посольстве. Посольстве. Вот этот нюанс, конечно, он, наверное, разный. Ну, он, наверное, как бы значим. Здесь тепло круглый год, соответственно, развиты там водные всякие спорт, велосипеды, кикбоксинг, теннис. Теннис. Я был на основном стадионе, это Олимпийский резерв, там огромнейшая территория, вот что там только нет. Там дети занимаются, взрослые бегают, пенсионеры танцуют. Вот представляете, вот такая жизнь. Они очень динамичные, все время на позитиве. Там у них везде танцы. То есть я прям все время останавливаюсь и снимаю видео, фотографируюсь. Там. Они мне машут, танцуют. Ну, такие вот прям позитивные люди. А какой средний возраст, вот по ощущениям? Старое население, молодое, средний возраст? Ну, от 25 до 35. Молодое. Население. 30 лет назад, более, да, у них же были проблемы. Здесь большое количество людей как бы там попали под репрессии. Большое количество людей было истреблено. Но власть поменялась, как бы система жизни поменялась. И люди вот такого возраста, это как бы основа населения. 30-35 лет. Я знаю, что вы познакомились с несколькими, да, людьми и там из Петербурга, и из Украины рассказывали. Ну, а расскажите, что, скажем так, русскоговорящие люди, да, в том числе, что делают? То есть это чисто туристы или это местные, то есть они живут и работают? Россияне, коих немного здесь, они большинство занимаются недвижимостью. Покупают, инвестируют сами, перепродают, осуществляют дополнительно риэлторскую деятельность, открывают юридические компании, то есть помогают людям в решении этих вопросов русскоязычных. Да? Значит, что касаемо украинца, мы познакомились с ним на островах. Он живет там более 7 лет, сам он из Донбасса. Вот, рассказывал мне там про дом, который у него остался. Очень доброжелательный парень. Он открыл там себе кафешечку на берегу и зарабатывает деньги. Ну, то есть, да, говорит. Что комьюнити есть, да? Да. Ну, даже если вот вы так случайным образом познакомились, да, с несколькими людьми, то получается, даже если приехать то есть ты вполне можешь найти себе русскоговорящее, украиноговорящее комьюнити и как бы поддерживать. Не скучно. Можешь арендовать участок определенный, благоустроить и заниматься продажей там, не знаю, кофе, соков и так далее и тому подобное. Камбоджа находится действительно на стадии развития. Очень много ниш пустующих. Плохо развито, значит, вопрос мебели. Везут из Китая, она дорогая, кстати, здесь мебель. Но эксклюзивная, то есть она действительно такая дизайнерская. Все-таки Камбоджа — это более 17 миллионов населения. На сегодняшний день это, на мой взгляд, по моим данным, 2 300 000. И стоит в планах
достичь населения в ближайшем времени до 5 миллионов. Ну, кстати, как Чикаго. Ну, если не брать Да. агломерации, да, то получается, да, Да. большой, вполне себе большой город. Еще раз повторю, контакты Дмитрия будут в описании, да, переходите, подписывайтесь. Спасибо, Дмитрий, большое, да. Спасибо, Евгения. Я хочу еще раз отметить о том, что буквально недавно сюда приезжали даже из Таиланда застройщики. Они интересуются местной недвижимостью уже, потому что понимают, что рост в Таиланде, он уже достиг своего порога, вот, и нужны какие-то близлежащие рынки. Рынок Камбоджи, он со всеми условиями законодательными для ТЭС. Вот они сюда заходят уже со стройкой. Японцы, японская компания сюда зашли со строительством. Дмитрий вдохновил меня на интересное предложение, так как мне звонят инвесторы, у которых, например, не хватает средств приобрести полный дом под аренду. И есть только часть денег, да, или там половина суммы. И следуя вот предложению Дмитрия как бы скооперироваться, да, я подумала, что это тоже может быть интересно и вам для покупки, например, арендного дома, да, если там стоимость около 100 тысяч, например, если у вас двое, да, есть два инвестора по 50 тысяч, вы можете приобрести дом под аренду и получать каждый просто по половине суммы. Да. Посмотрите объекты под аренду у нас в телеграм-канале. И как раз там достаточно много предложений есть с ценой аренды около $2000 в месяц. То есть, вложив там половину стоимости, допустим, 50 тысяч, вы сможете получать $1000. Но это так, что называется, пока не проработанное предложение, просто Дмитрий навел меня на эту мысль.